Некоторые кулачки и шейки имеют небольшие царапины, то есть вот можно их увидеть. Но я хочу сказать, ногтем они не ощущаются вообще никак. То есть там, видимо, глубина риски менее 1/100. Также можно увидеть вот точки на кулачках, это вот поврежденный слой цементации. Вот я пытаюсь, в общем, ногтем зацепиться за поврежденный слой, но я хочу сказать, ноготь его не цепляет. То есть, возможно, тут слой цементации поврежден совсем минимально. Ну, учитывая вообще какой пробег у мотора, а пробег у мотора 244 тысячи, то есть, ну, вообще как бы распредвал для такого пробега выглядит неплохо. Буду ли я отдавать распредвал на полировку, я, в общем, еще подумаю. Возможно, я оставлю все так, как и есть, так как распредвал, в принципе, выглядит неплохо. В норме ли у вас высота кулачка? Значит, смотрите, вот есть полоски по краям. Эти полоски должны идти по периметру всего кулачка с одной и с другой стороны. И они не должны иметь никаких потертостей на лицевой части. То есть вот на вот этой вот здесь. Если здесь никаких потертостей нету, то, скорее всего, высота кулачка у вас в допуске. Но опять же, нужно по-хорошему мерить с помощью микрометра высоту. Но если у вас нету, можете наглядно... Но если у вас микрометра нету, можете просто визуально осмотреть кулачок и ориентироваться вот на вот эти вот полоски, идущие по периметру, с одной и с другой стороны. В самой его вершине они не должны прерываться ни в каком месте. Если у вас они целые, то, скорее всего, высота кулачка у вас в допуске. Но опять же, повторюсь, мерить все в идеале нужно микрометром. И это будет правильно. Далее я перемерю каждую шейку и результат запишу в тетрадь. Вот какие размеры у нас получились. В принципе, все шейки одного размера. Когда вы сняли головку, нужно смотреть посадочное место прокладки вокруг камеры сгорания. В этом месте не должно никаких быть темных пятен. Если есть темное пятно, это будет говорить о том, что имеется пробой. Чтобы был пробой, не обязательно должна прогореть прокладка. Достаточно и сажевого свиста. У меня же жалоб, в свою очередь, на пробой прокладки не было. Далее нам нужно осмотреть клапана, впускные и выпускные. А в первую очередь нужно обратить внимание на их цвет. В моем случае отчетливо виднеются признаки масложора и богатой топливо-воздушной смеси. Если при вскрытии мотора у вас наблюдается следующая картина, то есть выпускные клапана имеют белый цвет, это может говорить о нескольких причинах. Первое – бедная топливо-воздушная смесь. А вторая причина, которую я знаю, это когда выпускной клапан не прижимается к седлу, в результате чего он не охлаждается должным образом, в результате чего он перегревается и образуется прогар клапана. Не забывайте смотреть и прокладку, пока вы не сняли ее с двигателя. На наличие пробоя, я имею в виду. Обратите внимание, в какую сторону направлена стрелка на поршнях. Она должна направлена быть в сторону ремня ГРМ. Когда будете поднимать прокладку, обратите внимание, с каким усилием она отрывается от блока. Если она отрывается с трудом, скорее всего, двигатель был перегрет. Так, выхлоп только в некоторых местах, в частности в этом, имеет масляный подтек. Так, в принципе, отверстия сухие. Всасывающие каналы слегка мокрые. Это говорит о том, что картерные газы вперемешку с воздухом попадают обратно в цилиндр. При осмотре постели и распредвала можно увидеть мелкие царапины. Ну как мелкие, ногтем они в принципе ощущаются.
Такие царапины могут быть из-за того, что в масле какой-то плавал абразив. Может быть какая-то грязь, какая-то, может, стружка была. Возможно, поздно масло меняли, и в результате вот это все проявилось. А с другой стороны, чему тут удивляться, как бы мотору 244 тысячи, и как бы, на мой взгляд, еще даже постели выглядят неплохо. По-хорошему, каждую постель нужно проверить с унтромером, для того, чтобы убедиться в наличии овальности или в отсутствии ее. И вообще, в целом, оценить износ. Далее результат измерений нужно будет сопоставить с размером шеек распределительного вала, для того, чтобы можно было знать, какой величины имеется масляный клин. Значит, по вертикали 45,1,5. По горизонтали 45,2. Даже где-то 2,5. 45,2,5. Так, следующее. По вертикали 45,3. По горизонтали 45,3,5. Ну, 3 где-то, 3,5, так. Переворачиваем головку и проверяем оставшиеся 2 постели. По вертикали смотрим. Сорок пять целых 1,5. Где-то даже 0,02. Так, теперь по горизонтали посмотрим. Сорок пять целых 0,02 миллиметра. Так, далее. Последнее. Так, тут у нас 45,2 по вертикали. Давайте по горизонтали посмотрим. В горизонтали 2,5. Все. Прощупали постели.
Теперь возьмем замер распредвалов, шеек распредвала, и потом одно из другого вычтем и получим масляный зазор. Результаты измерения. Результаты измерения не очень. Теперь я могу предположить, через что у меня уходит давление. Масляный клин ближе к шкиву распредвала имеет зазор 7 соток. Далее шейки имеют масляный клин 9 соток. Ну там в основном везде по 9,5 соток. Когда будете снимать флейты, не забудьте их пометить каким-нибудь цветом. Это нужно для того, чтобы потом в процессе сборки, когда вы будете все назад возвращать, не перепутать их местами между собой. Сейчас я еще раз покажу, как я откручиваю болты флейты на всасывающих клапанах. То есть в какой последовательности. Смотрите, беру ключ. Просто мало ли кто не понял, как это делать. Начинаю качать распредвал. И смотрю, какой рокер приводится в движение. В данном случае посередине. А это значит, что этот рокер сейчас находится под давлением кулачка распредвала. А это значит, что я вот эти вот болты буду откручивать в самый последний момент. Изначально я буду отпускать болты, которые находятся по краям. Слева, справа и потом посередине. Это нужно для того, чтобы при демонтаже флейты не погнуть ее и не сломать. Такое ощущение, что вообще зажат не был. Рассухарил я клапана, и видно стало сразу, через какие направляющие попадало масло в цилиндр. Видно, где подтеки масляные есть. Тот влажный нагар, который вы видите на впускных каналах, это картерные газы попадали в цилиндр. Помните, я рассказывал ранее про пятно контакта гидрокомпенсатора с ножкой клапана. Я вам там тогда сказал, я не знаю, смотрели вы или нет этот момент, что если пятно контакта находится строго посередине гидрокомпенсатора, то, скорее всего, направляющая у вас не разбита. Это как бы получается своего рода лайфхак. То есть, не разобрав головку, можно уже косвенно судить, что, скорее всего, у вас с направляющими все в порядке.
И вот в качестве подтверждения я хочу вам показать некоторые клапана. У меня гидрокомпенсаторы все имеют пятно контакта посередине. И вот смотрите на пятно контакта ответное на ножке клапана. Где находится? Строго тоже посередине. Так у меня на каждой ножке клапана. Там все у меня отлично. И на примере вот этого одного клапана я вам покажу то, что направляющая у меня не разбита. На примере одного выпускного клапана покажу, что у меня направляющие все целые. То есть ни одна направляющая мне не имеет какого-то чрезмерного люфта. То есть это подтверждение тех моих слов о том, что пятно контакта ножки клапана с гидрокомпенсатором, если оно посередине, говорит о том, что у вас, скорее всего, направляющая целая. И вот в качестве подтверждения предыдущих моих слов я вам сейчас продемонстрирую это. Поднимаете клапан над телом головки где-то на высоту 1 см и пытаетесь его шатать, чтобы почувствовать, есть ли у него люфт. Ну, давайте теперь приступим к проверке. Люфта нет. Я имею в виду чрезмерного люфта. Тоже все окей. Тоже все отлично. Ну вот здесь есть чуть-чуть. Но все равно он в допуске, потому что здесь есть вот небольшой люфт, но он в допуске. То есть здесь люфт больше, чем в предыдущих 3 направляющих, но все равно этот люфт в допуске. И, кстати, здесь и видно, что масляный подтек. Ну, здесь небольшой люфт есть, но все равно он в допуске. Но вот этот больше всего люфт наблюдается в этом месте. Что касается пружин, нужно замерить их высоту и сопоставить с высотой, которая прописана в мануале. Помимо высоты нужно измерить, помимо высоты нужно обратить внимание, есть ли у нее отклонение по вертикали. То есть берется угловая линейка, сейчас просто у меня ее нету в гараже, прикладывается и смотрится, ну, то есть прикладывается пружина к угловой линейке, и пружина, получается, вращается, вы ее вращаете и смотрите, есть ли у нее отклонение по вертикали. По-моему, вот если брать пружины вот эти вот на рассмотрение, то там, если брать вот эти пружины на проверку, то там допустимое отклонение, по-моему, от вертикали до 4 градусов. После, если у вас пружина наклонена более 4 градусов, имеет перекос, то ее обязательно нужно заменить. По поводу того, как ее устанавливать обратно. Получается, смотрите, здесь есть витки, к низу они, как бы расстояние между витков становится меньше. Вот эта вот часть пружины обязательно должна находиться к телу головки. Вот эта вот часть будет обращена к тарелке клапана. Ну, там, где сухари, получается, находятся. Вот это вот важный момент, не перепутайте. То есть не так надо ставить пружину, а таким вот образом, где расстояние между витков меньше. Нужно проверить пружину и нажатие, то есть сколько она может развить усилия в килограммах. Но у меня такого прибора нету, который позволял бы проверить.
пружину, какую она мощность развивает. Но единственное, что добавлю, вот это вот проверка нажатия и на высоту, когда она разжата, это все нужно сделать для того, чтобы в процессе работы двигателя, когда у вас двигатель вращается на высоких оборотах, чтобы не было разрыва кинематики. То есть, если вы поставите пружину, которая не будет выдерживать определенное количество килограмм при сжатии, или же она будет в разжатом состоянии меньше, высота ее будет меньше положенной, у вас на высоких оборотах может произойти разрыв кинематики. Это очень важный момент, кстати. Проверка обводного ролика ремня ГРМ. Судя по звуку, начальный износ уже присутствует. Проверка натяжного ролика ремня ГРМ, который в свою очередь закреплен на башмаке. Этот ролик еще живой. Шелестящего звука нету.